Всем привет! Меня зовут Ольга. Добро пожаловать на мой канал. Друзья, вы любите кофе? Если да, это видео для вас, потому что сегодня мы научимся заказывать кофе. Готовы? Поехали! Для начала давайте выучим несколько слов. Кофе. Он мужской род. Виды кофе, точнее виды кофейных напитков. Эспрессо, американо, капучино, латте. Конечно, видов кофе очень много, но это самые популярные. Мне больше всего нравится латте. А какой кофе обычно пьете вы? Идем дальше. Чтобы заказать кофе, нам нужно выбрать объем кофе. Итак, объем маленький, средний, большой. Я обычно беру большой латте. А вы? Далее. В кофе можно что-нибудь добавить. Добавки к кофе. Сироп. Самые популярные сиропы – это кокос, карамель, ваниль, шоколад и лесной орех. Мой любимый сироп – кокос. А ваш? Также в кофе можно добавить корицу. Это корица, молоко и сахар. Мой муж любит американо с корицей. Я тоже обычно добавляю в кофе корицу. А что обычно добавляете в кофе вы? Давайте еще раз повторим слова. Кофе. Виды кофе. Эспрессо, американо, капучино, латте. Объем кофе. Маленький, средний, большой. Добавки к кофе. Сироп. Кокос, карамель, ваниль, шоколад, лесной орех, корица, молоко, сахар. Отлично! Мы уже знаем достаточно слов, чтобы заказать кофе. Поэтому давайте представим, что мы в кофейне. Конечно, мы пришли сюда, чтобы заказать кофе. Бариста, а это бариста, спрашивает нас: что вы будете? Или что вы хотите? Или даже что для вас? Хотя эта фраза мне не очень нравится. Иногда бариста может просто сказать: слушаю вас. Наш ответ: я хочу, или я буду, или мне, пожалуйста.
Далее мы называем сначала объем, потом вид кофе и, наконец, добавку к кофе. Например, я буду средний капучино с сиропом карамель. Не забываем о грамматике. Я буду что? Средний капучино. 4 падеж. Я буду средний капучино с чем? С сиропом карамель. С сиропом карамель 5 падеж. Отлично! Или я хочу большой латте с корицей. Или мне, пожалуйста, маленький американо. Бариста также, скорее всего, спросит нас: вы будете кофе здесь или с собой? Или вам на месте или с собой? Это означает, мы будем пить кофе в кофейне, то есть здесь, на месте или нет? Наш ответ: здесь, на месте или с собой. Бариста также наверняка спросит нас: что-нибудь еще? Или это все? Это означает, мы хотим только кофе или, может быть, мы хотим также маффин или сэндвич? Наш ответ: что-нибудь еще? Нет, спасибо. Или да, 1 маффин, пожалуйста. Или второй вариант вопроса: это все? Наш ответ: да, это все. Или нет, еще 1 маффин, пожалуйста. После этого бариста назовет стоимость заказа. Обычно это звучит так: с вас плюс цена. С вас 5 рублей. Или просто 5 рублей, пожалуйста. Отлично! И последнее. Послушайте диалог. Какой кофе я заказываю? Доброе утро! Здравствуйте! Что вы будете? Я буду средний капучино с сиропом шоколад. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Вам на месте или с собой? С собой. Отлично. С вас 4 рубля. Да, сейчас. Ваш кофе. Хорошего дня. Спасибо и вам. Итак, какой кофе я заказала? Я заказала средний капучино с сиропом шоколад. Друзья, это все на сегодня. Надеюсь, сейчас вы без проблем сможете заказать кофе. Кстати, какой кофе вы обычно заказываете? Сколько чашек кофе вы выпиваете в день? Пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Спасибо, пока-пока!